Никто не ожидал, что Чингук выйдет в прямой эфир той ночью, но в тот момент, когда появилось уведомление, ARMY бросились к экранам. Он начал непринужденно, напевая, пока настраивал камеру, ведя себя так, будто это был просто еще один тихий, ночной стрим. Но его глаза постоянно перемещались к двери с секретной улыбкой, намекая, что вот-вот появится что-то или кто-то. Чингук поприветствовал ARMY своим мягким, теплым голосом, делая вид, что все в норме, но скрывая волнение. Он говорил о готовке, музыке и о том, как прошел его день, но искорка в его глазах выдавала правду. Он был нетерпелив, неоднократно оглядываясь через плечо, как будто ждал идеального момента, который вот-вот наступит. Затем внезапно за его спиной раздался слабый стук, заставивший Чингука на долю секунды замереть перед камерой. ARMY немедленно взорвались в комментариях, гадая, кто мог прийти в этот час. Чингук пытался скрыть свою улыбку, но безуспешно, и направился к двери медленными, драматичными шагами. Когда он открыл дверь, весь фандом рухнул. Тэхён вошел с застенчивой улыбкой и растрепанными волосами, одетый в непринужденно-стильную одежду, как будто ему принадлежал этот момент. Чингук отошел в сторону, чтобы впустить его, широко улыбаясь, совершенно не в силах больше скрывать своего волнения, в то время как ARMY кричали в чате, как фейерверки. Тэхён мягко помахал в камеру, его голос был тихим, когда он нежно поприветствовал ARMY. «Привет». Чингук засмеялся над тем, каким застенчивым он выглядел, как будто сюрприз обернулся против него самого. Энергия мгновенно изменилась на что-то теплое, тихую, уютную атмосферу, которую могли создать только они вдвоем. Тэхён сел рядом с Чингуком, с любопытством поглядывая на блюдо на столе. Чингук гордо объяснил, что он приготовил, тыча Тэхёна в плечо, как будто требуя похвалы. Тэхён хихикнул и назвал это «милым», отправив ARMY в мгновенное помешательство. Когда Чингук предложил ему укусить, Тэхён без колебаний наклонился. Чат взорвался эмодзи и криками, не в силах поверить, что такой уровень сладости реален. Глаза Тэхёна расширились после того, как он попробовал, и он кивнул с искренним одобрением. Чингук радостно захлопал, как ребенок, в то время как Тэхён дразнил его за чрезмерную реакцию. Они слегка припирались самым нежным образом, их химия освещала весь прямой эфир. ARMY продолжали спамить «эта история», наблюдая за их взаимодействием, как за живой кей-драмой. Чингук откинулся на спинку стула, глядя на Тэхёна с расслабленной улыбкой. Он сказал, что хотел сделать этот сюрприз, потому что скучал по совместному времяпровождению. Тэхён засмеялся, делая вид, что отрицает это, но его любящие глаза рассказали правдивую историю. Затем Тэхён сказал ARMY, что он чуть не передумал приходить, потому что хотел вместо этого разыграть Чингука. Чингук драматично ахнул в недоумении, заставив Тэхёна расхохотаться. Настроение становилось все более легким и ярким, так как они продолжали дразнить друг друга без остановки. Чингук начал читать комментарии ARMY вслух, широко улыбаясь хаотичным реакциям. Тэхён наклонился ближе, чтобы увидеть экран, случайно задевая его плечом. Этот маленький момент заставил фанатов кричать громче, превращая чат в чистый хаос. Тэхён спросил, понравился ли ARMY сюрприз, наклонив голову с мягкой игривой ухмылкой. Чингук посмотрел на него и засмеялся, назвав весь этот момент идеальным таймингом. ARMY почувствовали себя свидетелями чего-то редкого, момента, наполненного комфортом и искренностью. Затем Чингук попросил Тэхёна немного помочь с готовкой, протягивая ему посуду с озорной ухмылкой. Тэхён сделал вид, что обиделся, заявив, что Чингук просто хочет бесплатной рабочей силы. Но он все равно присоединился, ярко улыбаясь, делая комнату еще более уютной. Они стояли рядом за стойкой, их движения были синхронизированы. Чингук поправил технику нарезки Тэхёна, нежно положив свою руку поверх руки Тэхёна.
ARMY сошли с ума от эмодзи сердечек, называя это самым нежным моментом ночи. Тэхён в шутку сказал, что заслуживает аплодисментов, после того, как успешно нарезал один крошечный кусочек. Чингук неудержимо расхохотался, чуть не уронив ложку из руки. Весь прямой эфир наполнился смехом, моментом, который фанаты будут пересматривать бесконечно. Когда они снова сели есть, Тэхён спросил, планировал ли Чингук все это. Чингук гордо кивнул, сказав, «Без тебя было бы не так весело». Тэхён застенчиво отвернулся на мгновение, сдерживая улыбку, которую не мог скрыть. Атмосфера смягчилась еще больше, превратив прямой эфир в теплое воспоминание. Они говорили о работе, музыке и жизни, делясь небольшими намеками на будущие проекты. ARMY внимательно слушали, не желая пропустить ни слова, так как разговор стал невероятно искренним. Затем Тэхён наклонился к Чингуку и прошептал, «Ты действительно удивил меня сегодня». Чингук покраснел и закрыл лицо, заставляя Тэхёна дразняще смеяться. Фандом растаял еще один раз, так как их естественная близость сияла. Чингук тихо включил песню на фоне, создавая спокойное и мечтательное настроение. Тэхён напевал мелодию, его голос идеально сливался с моментом. ARMY непрерывно печатали сердечки в чате, дорожа каждой секундой интимного прямого эфира. По мере того, как ночь становилась все позже, Чингук поблагодарил ARMY за то, что они присоединились к ним. Тэхён добавил, что это ощущалось как время исцеления, момент покоя, в котором они оба нуждались. Теплота в их голосах была неоспоримой, делая прямой эфир по-настоящему особенным. Чингук откинулся назад и потянулся, сказав ARMY, что не ожидал, что Тэхён останется так надолго. Тэхён усмехнулся и ответил, «Я останусь, если твоя еда будет вкусной». Чингук сделал вид, что обиделся, но улыбка на его лице выдала его. Они начали отвечать на вопросы фанатов, смеясь над некоторыми и вдумчиво отвечая на другие. Тэхён подразнил Чингука за то, что он слишком много говорит, за что Чингук игриво щелкнул его по лбу. ARMY взорвались смехом в комментариях, любя их братскую энергию. Затем Тэхён объявил, что ему скоро нужно уходить, что вызвало наплыв грустных эмодзи в чате. Чингук драматично вздохнул от этой новости, попросив его остаться еще немного. Тэхён мягко улыбнулся и согласился, подарив фанатам еще 10 минут радости. Перед уходом Тэхён поблагодарил ARMY, сказав, что вечер ощущался как неожиданно идеальный. Чингук выглядел искренне тронутым, глядя на него теплыми глазами. Их дружба излучалась через экран, делая момент незабываемым. Тэхён помахал в последний раз и встал, а Чингук последовал за ним к двери. Их тихий разговор за кадром ощущался утешительно, как личный момент, разделенный с миллионами. Когда Чингук вернулся, он выглядел мягче, как будто ночь оставила на нем теплый отпечаток. Если этот момент между Чингуком и Тэхёном хоть немного согрел ваше сердце, обязательно не пропустите следующий. Впереди еще так много милых взаимодействий, закулисных историй и скрытых связей, которые ждут своего раскрытия. Так что, прежде чем уйти, нажмите подписаться и включите уведомления, чтобы вы всегда были здесь, когда произойдет следующий незабываемый момент.